Добрый день. Сегодня мы с вами встречаемся в клинике «Аватаж». Я травматолог Волк Федор. Мы хотим показать и рассказать вам, как важен в лечении больного, в выздоровлении такой важный этап, как реабилитация. Женщина получает осколочное ранение стопы с повреждением пяточной кости, получает ранение грудной клетки и плеча. Уникальность этого случая в том, что невероятно повезло. Осколок в грудной клетке вошел в районе лопатки и вышел невероятным образом, не повредив органы грудной клетки, в мягкие ткани плеча. Я из Мариуполя. В результате обстрела получила 2 осколочных ранения. Одно было на вылет в ноге, другой осколок застрял в руке, прошел под лопаткой через все тело. Из-за того, что были боевые действия, мы долго не могли выехать. И когда выехали, это уже прошло больше 1,5 месяца с момента получения ранения. Я оказалась в Запорожье, здесь мне оказали первую помощь. И хирург сказал, что надо ходить в стельку ортопедическую для того, чтобы ходить. И я, как человек, который ни разу не получала таких травм до этого, даже переломов не было, понятия не имела ни о реабилитации, ни о лечении. Мы случайно просто в интернете нашли номер телефона, позвонили, договорились о том, что мне сделают ортопедическую стельку. Приехали в клинику «Аватаж», на консультацию к врачу записались, Федору Александровичу Волку. И оказалось, что ситуация не настолько простая, как мы все думали, что одной стелькой это не решить вопрос. Я не наступала на ногу больше 1,5 месяца, она уже закостенела, осталась в таком положении, рука не работала. Я постоянно испытывала чувство боли, нормально не могла спать, нормально не могла двигаться. И мне просто предложили лечение, сказали, что вот есть возможность пройти реабилитацию. Это нужно для того, чтобы я в будущем могла вернуться к нормальному функционированию. Я согласилась, подумала, мы попробовали, и действительно, у меня было мало времени в Запорожье, и мы даже за 2 недели первые сделали так, что я уже могла наступать на ногу потихоньку, могла рукой брать предметы, начала хотя бы ночью спать. Я поняла, что это действительно лечение работает. С реабилитологом Алиной Шевченко много занимались. До этого я, конечно, понятия не имела, что вообще такие методики существуют. Но действительно, каждый день я видела результат, мне становилось все лучше и лучше. И потом, когда я уехала из Запорожья, в другом городе я долго не могла найти ничего подходящего по уровню лечения, не могли предложить мне похожие занятия. И я вернулась обратно в Запорожье, чтобы уже с Федором Александровичем и Алиной дальше заниматься. И вместе мы уже несколько месяцев, я хотя бы раз в месяц на неделю стараюсь приехать в Запорожье специально к ним, чтобы получить дальнейшее лечение. И уже результаты просто колоссальные, как по мне. Очень хотелось бы просто сейчас, к сожалению, из-за войны очень много наших военных получают ранения и гражданских. И многие люди наверняка точно так же, как и я, просто не знают, куда им можно обратиться, к кому. И я бы очень советовала обратиться в Запорожье, если имеете такую возможность, в эту клинику, потому что это не просто клиника, это действительно уже как одна семья. Я уже приезжаю сюда как к родным людям, которые меня встречают. Действительно, им не все равно, они обо мне искренне заботятся, и это очень приятно. И также главный результат, который я получила, удивительный, потому что когда мы только выезжали, рука не работала, нога не работала, я вообще не верила в то, что я смогу снова быть здоровым человеком. Сейчас я уже практически ощущаю себя таким и думаю в дальнейшем, как я продолжу заниматься и увижу еще лучшие результаты. Я очень благодарна им за эту помощь. Я еще раз хочу сказать о том, что не нужно забывать о таком важном этапе, как реабилитация и возможностях аппаратов ударно-волновой терапии. То есть мы можем помогать при рубцовых изменениях, при контрактурах, при плохо срастающихся переломах, при длительно незаживающих ранах.